Привет, друзья! Меня зовут Анна Новика, я онлайн-таролог, и сегодня вы узнаете, как работать с колодой Osho Zen Tarot. Эта колода вызывает немало споров, кто-то считает ее оракулом, кто-то считает, что она больше подходит для медитации, кто-то считает, что это вроде бы как Таро, но как с ней работать в вопросах материального плана, не знает. Я скажу, что отчасти каждый из вас прав. Дело в том, что эта колода направлена в первую очередь на изучение внутреннего мира человека. Но так как материальный мир является отражением внутреннего, значит, и вопросы материального мира здесь тоже можно очень легко рассматривать и разбирать по полочкам. Я работаю с этой колодой почти 15 лет, и я на собственном опыте убедилась, что какие бы вопросы вы ни задавали, эта колода даст вам самые дельные и самые нужные ответы. Первое, что нужно понять о работе с колодой Osho Zen Tarot, что здесь нет ничего от традиции Уэйта. Это достаточно распространенная ошибка, когда некоторые тарологи пытаются перенести традицию толкования Уэйта на колоду Osho Zen Tarot. Но традиция Уэйта – это одна традиция, а традиция Osho – это другая традиция. Обе они хороши, обе крутые. Смешивать их не нужно. Osho – это Osho, Уэйт – это Уэйт. И та, и другая традиция хороша в своем роде, их можно комбинировать в работе с разными колодами, но притягивать за уши одно на другое бессмысленно. Немного структур. В этой колоде имеется вместо привычных 78-79 карт. И та самая 79-я карта – это карта Мастер. На ней изображен сам мастер Osho, под чьим руководством создавалась данная колода. Структура колоды достаточно типичная, понятна. 4 масти и деление старшей и младшей арканы. Старшие арканы помечаются вот таким фиолетовым ромбом. Младшие арканы делятся на 4 масти. Это масть воды, голубой ромбик, масть огня, это красный ромб, масть облаков, серый, и масть радуги. Каждая масть имеет свое значение, тоже достаточно типичное. Вода – это все, что касается чувств, нашего внутреннего чувства, нашего восприятия. Огонь – это, конечно, действие, устремление вперед, решительность. Облака – это все, что касается деятельности нашего ума. А радуга – это весь наш потенциал. То есть, когда выпадает в раскладе карты масти радуги, это всегда указание на то, что у вас есть все ресурсы, только используйте их. Карты также делятся на известные вам ранги, то есть числовые карты, тройки, восьмерки, девятки, десятки, и фигурные карты – короли, королевы, пажи и рыцари. И, допустим, вот она, королева огня. Видите, какая дама красивая, то есть треугольник вниз изображен. Это туз радуги. Я вам должна честно сознаться, я в своей работе никак не использую все эти ранги и масти, я на них практически не обращаю внимания. То есть я смотрю в целом на настрой, который идет от карт, на их динамику, и уже потом я вдаюсь в какие-то детали. И вам рекомендую, конечно, делать то же самое, потому что не так важно, к какому рангу или к какой масти относится карта, как то, что она несет в том или ином вопросе на той или иной позиции. Есть, так сказать, пиратская версия колоды Osho Zen Tarot, где как раз-таки вместо знакомых вам слов, вроде зрелость, написано туз радуги, и делайте с этим, что хотите. Я не могу сказать, что это прям уж так плохо, просто во всех руководствах, прилагаемых к колоде, обычно помечаются нормальными словами. Зрелость, да? Дело в том, что это может несколько сбить вас с пути, с привычных ориентиров. И, допустим, при чтении каких-то руководств, то есть самого Osho, либо моего руководства, у вас могут возникать некий диссонанс в том, что так, королева огня, это же кто? Это же вроде бы щедрость, да, или какая? Более того, слова, которые здесь подобраны, они имеют ключевые значения. То есть это что-то вроде подсказок вам при толковании карт. Когда вы видите щедрость, слово щедрость, вам гораздо проще построить некий ассоциативный ряд, настроиться на семантическое поле карты, чем когда у вас написано «королева огня». Хотя это все, опять же, зависит от практики, насколько глубоко вы погружаетесь в работу с колодой. Ну и небольшой бонус от самого Osho. На рубашке карты имеется его автограф. Вообще, я, конечно, выступаю за оригинальную версию колоды, чтобы и названия были все правильно подписаны, и бумага была достаточно плотной. Так что приобретайте колоду у проверенных дилеров. К этой колоде обычно прилагается простое руководство, в котором вы найдете не столько толкования каждой карты, сколько некое философское изречение самого Osho. Это было сделано намеренно, чтобы вы не циклились на каких-то определенных значениях. Я пошла дальше. За много лет работы с этой колодой я вывела некие ключевые моменты, которые поместила вот в эту книгу «Толкование Osho Zen Tarot. Практическое руководство». Здесь вы найдете толкование каждой карты по 5 сферам деятельности. Это любовь, работа, здоровье, деньги и внутреннее состояние духовности. Также короткий ответ «да» или «нет» и совет, который дает карта.
Как видите, здесь имеется более 250 примеров толкования карт в том или ином вопросе, в той или иной ситуации. Но я вас должна предупредить, что это мои наблюдения, что это мои наработки. Но это не значит, что они будут точь-в-точь отыгрываться у вас. Будьте внимательны. Используйте это руководство в качестве отправной точки для работы с колодой Osho Zentaro, но не используйте в качестве постулата, который нельзя нарушать. Самое главное, прислушайтесь к вашей интуиции, к тому внутреннему голосу, который всегда знает, как правильно прочитать карты. Как именно работать с этой колодой? Ну, в первую очередь, я как очень практикующий таролог, и который любит докапываться до сути вопросов, я рекомендую как можно четче формулировать вопрос. Но прежде чем сформулировать вопрос, вам нужно понять ситуацию, с которой к вам обращается клиент, либо с которой вы сами работаете. А для этого узнать, кто пришел, с чем пришел, что конкретно хочет узнать. Ну, давайте так, любимая, когда я выйду замуж, да? Вы или ваш клиент правда хочет замуж, или, может быть, просто любви хочется, а может быть, просто не хватает внимания от мужского пола, а может быть, есть какие-то проблемы с нынешним партнером, и стоит вопрос, собственно говоря, буду ли я за него замуж, или это очередной опыт. То есть, в первую очередь, нужно докопаться до сути задаваемого вопроса, а уже потом выкладывать карты. Формулировать вопросы – это целое искусство. Я привела список наиболее правильно сформулированных вопросов, которые подойдут к разным темам. Оно имеется в моей книге «Толкование Osho Zentaro». Но возвращаемся к колоде. Помните о том, что по одной карте не следует толковать, потому что каждая карта имеет огромное семантическое поле, и вы рискуете рубить с плеча, вы рискуете растолковать топорно. Старайтесь выкладывать больше 3 карт по каждому вопросу. Лучше 5, 7, а то и 12. То есть я вообще никогда не заморачиваюсь какое количество карт выложить, я просто выкладываю их в ряд и уже после этого толкую. Что сказала, по одной карте старайтесь не толковать. Ну, исключая, конечно, карту дня. Дело в том, что семантическое поле настолько широко, что для более детального толкования вам нужно еще и еще карты подкладывать. Иногда бывает, что вроде бы в ряду все так понятно, но одна какая-то карта выбивается. Не стесняйтесь, доложите конкретно к этой карте еще и еще, пока задавая вопрос, что конкретно она означает, эта карта. Запомните, что в первую очередь здесь нужно выявлять именно духовный план, внутренний план, а потом уже выводить на физический. Ну и, наконец, когда вы работаете с раскладами в целом. Я не знаю конкретно, как это делаете вы, действуете ли вы по каким-то схемам, или вы так же, как я, выкладываете карты просто в ряд, в разнобой, просто по одному вопросу. И, в принципе, остаются все те же самые, какие я вам сейчас перечислила. Сначала вы смотрите общий настрой выпавших карт, да, всего расклада, который у вас имеется. Что вы здесь видите? Положительный какой-то, положительный настрой или отрицательный, негативный. Или вы видите что-то смешанное, что вроде бы идет положительно, все хорошо, потом какие-то затыки, что-то там не нравится, потом вроде бы все хорошо. Бывает так, что в ряду по краям лежат карты с негативным значением, а в середке лежат карты с позитивным значением. Здесь можно очень легко растолковать, что извне человека окружают, может быть, какие-то негативные ситуации, события, может быть, какие-то внешние причины, которые тормозят его. Но внутри есть положительный потенциал, благодаря которому человек может выйти вперед, который может разрешить все. Бывает наоборот, что по краям лежат положительные, а внутри лежат карты с отрицательным значением. То есть положительные, это которые говорят, у вас извне есть все инструменты, только используйте это. Но начните изнутри. Если внутри у вас кладбище, да, то как вы можете выйти наружу с благими намерениями, да, то есть как вы можете разрешить эту ситуацию, если вы сами в себя не верите. Второе, смотрите по динамике карт. Видите ли вы шустрое движение вперед, что все разрешится в короткие сроки, моментально, или это все так статично, еле-еле-еле что-то движется, или вообще болото. Либо вы видите, что здесь созерцательное состояние, что большинство карт показывает на то, что нужно обратиться к себе, или подняться над ситуацией, или обратиться к своему духовному состоянию, поразмышлять, прежде чем вообще что-то решать и действовать. Дальше смотрите по цветовой гамме. Преобладает ли цветовая гамма голубых оттенков, статика, пассивность, женственность, да, вот эта интуиция и так далее. Либо это красные такие оттенки, когда надо такое напряжение, надо нести вперед, огонь в глазах и в сердце. Или вы видите, что вся гамма такая темная, серая, мрачная, как в той же карте Ум, например, да?
такая мрачноватая, не очень приятно. Отслеживайте сами. И вы уже будете легко читать расклад. То есть здесь благое разрешение ситуации, или еще придется с ней поковыряться и так далее. Ну и, конечно, уже потом погружайтесь в детали. Вы смотрите уже повнимательнее. Как сейчас те или иные карты? Играют ли персонажи в гляделки? Может быть, вы увидите, что здесь идет перевес карт, в которых есть элементы крыльев, как, например, в карте игривость, новое видение, понимание, возможности, да, где есть постоянно какие-то птицы, то есть это устремление ввысь, к полету, подняться на ситуации, поверить в свои силы и так далее. Может быть, вы найдете преобладание людей в раскладе, вы видите, что везде есть какие-то персонажи, то есть мужчина, женщина, может быть, есть ребенок, да, может быть, сочетание нескольких элементов, да, нескольких персонажей. Когда вы прочитаете, что, например, для разрешения той или иной ситуации нужно учитывать мнение людей или взаимодействовать с другими людьми. Давайте посмотрим на практике, и так вам станет гораздо яснее, как работать с колодой Ошидзен Таро. Ну что, давайте теперь посмотрим пример разбора расклада. Вопрос, который я задала картам, это каковы перспективы профессионального роста в нынешней работе нашего клиента в течение будущего месяца. Давайте в первую очередь посмотрим на общий настрой выпавших карт. Две карты, которые показывают отрицательное значение, это первых две, да, цепление за прошлое и скряга. Сознание — это созерцательная карта, которая указывает на необходимость проработки внутреннего состояния. Отпускание и контроль — такие статичные карты. То есть мы, в принципе, видим, что здесь наблюдается некая статика, нет движения ни вперед, ни назад, то есть некое топтание на месте. Как мы видим, это даже отражается на цветовой гамме. Все серое, ну и все серое, черное или имеет некие зеленые оттенки. Теперь пройдемся в деталях. Начнем, конечно, с цепляния за прошлое, раз она уже легла у нас первой картой. Так как это прогноз на месяц, то можно смело сказать, что в работе у нашего клиента в начале месяца активизируются некие долги, вопросы прошлого. То есть, может быть, какие-то хвосты придется подтягивать, переделывать работу, может быть, исправлять некие ошибки. Также это может указывать на внутреннее состояние человека, то есть, когда человек будет не уверен в себе и когда будет укорять себя: эх, что ж я тогда-то не доделал, что ж я это не сделал. Возможно, это будет состояние, когда человек недооценивает себя. Вроде бы движется вперед, что-то делает, активничает, а толку, да, то есть вот оно топтание на месте, то есть человек не ценит свой потенциал, а все одно да потому же. И эти тенденции во многом перейдут ближе к середине месяца, да, здесь у нас лежит скряг, здесь вот, пожалуйста, нам подтверждение скряга. То есть наш клиент не будет развиваться, он будет накапливать в себе некие труды, потенциал, навыки, но выдавать людям это не будет. И, возможно, это скажется на его взаимодействии с коллегами. Меньше будет взаимодействия с коллегами, меньше будет общаться, меньше будет давать каких-то советов или проявлять инициативу. То есть будет вариться сам в себе, ему вроде бы как хорошо. Видите, еще даже выстроит вокруг себя некую стену каменную. То есть я сам в себе, не трогайте меня, моя хата с краю, ничего не знаю. Но ключевой рубеж у нас, как видим, выпадает по карте сознания. То есть, видимо, вот это состояние человека доведет до того, что он поймет: так дальше нельзя. И в своей работе он начнет анализировать, что я делаю, как я делаю, чего на самом деле хочу добиться. Но я и повторюсь, карта сознания — это не о действии, это карта об анализе. Значит, совсем не обязательно, что наш клиент придет к каким-то определенным выводам или решениям, что сразу захочет срочно что-то изменить. Это просто процесс самопознания. То есть, если в начале месяца он будет как бы сжиматься, закрываться сам в себя, то в середине месяца начнет размышлять: а что я вообще делаю со своей работой, что я себе представляю как профессионал. Это поможет ему выявить некую ясность. Но как долго будет длиться этот процесс, это, конечно, будет зависеть от него. Но, как мы видим, к концу месяца его несколько отпустит, да, то есть вместо того, чтобы вот это вот все накапливать в себе, там, переживать из-за чего-то, видимо, самоанализ даст свое, он начнет отпускать все былые обиды, претензии, может быть, обиды на самого себя, может быть, выпотрошит все свои иллюзии и отпустит их с Богом. То есть уже не будет каких-то иллюзорных планов, а будет вот неспешное слияние с потоком жизни. В конце месяца ему предстоит быть очень внимательным к своей работе. То есть контроль — это же самодисциплина, а также чуткое, внимательное отношение к каждой бумажке, каждой закорючке. Это умение твердо сидеть на месте, да, как мы видим, да, отвечать за свои поступки, за свои действия.
Если подвести резюме, то можно сказать так. В начале месяца человек будет не в себе, наш клиент будет в своей работе чувствовать себя неуверенно, закрываться, таить некие свои таланты, не будет проявлять инициативу, то есть будет весь в своих каких-то переживаниях. В середине месяца его озарит, то есть он начнет заниматься каким-то самоанализом. Ближе к концу месяца постепенно начнет приходить к каким-то решениям. Но прям сказать, что он решит на раз-два, это очень сложно. То есть так все карты достаточно статичные. Как вы видите, прям такого четкого продвижения вперед нет. Ну и в самом конце месяца, видимо, придется доказать именно свой профессионализм, то есть это умение сказать веское слово, подтвердить свою позицию, отстоять ее, проявить ответственность за свою работу. Продвижения нет, так как все карты достаточно статичные. Естественно, тут у родственников нет, но зато у человека будет самоанализ, и это уже первый шаг к работе над собой и к профессиональному росту. Поняли, как читать расклад? Я надеюсь, вам это видео помогло понять работу с колодой Ошидзен Таро. Но это, естественно, еще не все. В дальнейшем вы посмотрите много видео, как толковать ту или иную карту в том или ином раскладе. Я обещаю вам целую серию таких видео по каждой карте этой колоды. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы первым смотреть свежие выпуски. Ну и, конечно, я желаю вам легко погрузиться в изучение колоды Ошидзен Таро.